Ну что, друзья, у меня очередной сигнал из глубины. Прям очень хороший. И сейчас будем его искать. О, посмотрите. Смотрите, что у нас здесь. Посмотрите. О, это что-то интересное, друзья. Да, похоже даже на серебро советское. Йоу, здорово. Да, как видите, это та же мусорная пещера. А значит что? Правильно. Сегодня мы продолжим искать здесь золото и бриллианты. И гвозди. Но что из этого получится, мы выясним очень скоро. Так что не переключаемся и поехали. Will guide you far away to the place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down. А вот и первый монетос, друзья. Ничего особенного. Рубль ходячка, 2007 год. Но результат уже начинает проявляться. Золота, бриллиантов пока нет, но еще не вечер. Продолжаем. Ну что, друзья, вот еще один рублик недалеко от первого. Ходячка, конечно, это не очень интересно, но уже вторая монета. Это неплохо. Поэтому продолжаем и посмотрим, что получится. Ну что, вот первый советик, тоже на поверхности. И это у нас 20 копеек 61 года. Вот, уже кое-что постарее попалось. Надеюсь, это не самое старое, что мы сегодня найдем. Поехали дальше. Ну что, друзья, смотрите, сразу две монетки. Вот первая и вот вторая. Сейчас мы посмотрим, что это. Ну, это 15 копеек точно. Опять же, 61 год, кстати. А вот вторая. Это у нас 50 копеек ходячка. Ну, что тоже пойдет. Продолжаем. Don't stop. I'm on fire. 1, 2, 1, 2. I love you. No. 1, 2, 1, 2.
Ну что, друзья, как и ожидалось, на самом дне перспективный сигнальчик. Сейчас будем смотреть. Испортился немного, но все еще стабильный. Вот она, смотрите. Это у нас ранний советик, копейка 49-го. Как обычно, убитая, но первая монетка — это хорошо. Давайте еще просмотрим. Там еще сигналы, там еще что-то есть. Сейчас будем смотреть. Давай, буду снимать. Так, сигнал отличный просто. И высокий. Странно, куда-то в сторону ушел. О, это проволока. Ну ладно, зато сигнал был хороший. Поехали дальше. Ну что, следующий интересный сигнал вот где-то здесь. Звенит очень хорошо. Да, я вижу, это монета. О, это что-то интересное, друзья. Похоже даже на серебро советское. Да, друзья, это 10 копеек серебро. Раннее. Какой год, сейчас скажу, если получится. Похоже, 1923. Наконец-то, первое серебро. Глубина вот такая, 2 штыка. Ну что, с первым серебром меня. И продолжаем. Посмотрим, что еще выпадет. Очередной стабильный сигнальчик. Я тут уже в землю закопался. Вон оно как. И вот здесь что-то есть. Сейчас будем смотреть, что. Да, это монета. Вот она. Это ранние советы снова. 2 копейки. С этой стороны, к сожалению, она сожранная. Просто убитая. А год... Год даже не скажу, но 20 какой-то. Потом уже почищу и скажу. Но если это будет 27-й, это будет, конечно, фейл. Ладно, поехали дальше. В общем, пошел я заглубляться на 3-й штык. И выпало что-то интересное. И похоже, что это пуговица, друзья. А вот это уже империя. Похоже на орлянку. Точно будет потом известно, после чистки, но очень похоже на орлянку. Вот, смотри. Вот и интересные находки пошли. Берем. Ну что, друзья, у меня очередной сигнал из глубины. Прям очень хороший. И сейчас будем его искать. О, посмотрите. Смотрите, что у нас здесь. Друзья, это еще одна имперская двушка. Александра Первого. Вот это да. Конечно, с такой глубины она. Это просто жесть. 1814 год. Отлично. Берем. Вот и первая империя за сегодня. Зачет. Ну что, друзья, вот на такой глубине уже. И вот здесь из стенки выбил монетку. Похоже на 3 раннюю. 30-й год, да, 3.
Ну ладно, тоже берем. Тоже находка. Результат пока вот такой. Ладно, продолжаем копать. А шурфец-то выдался вполне себе неплохой, друзья. Хоть находок и не особо много, но зато попалась и империя, даже серебро. И с него, пожалуй, и начнем. 10 копеек 23 года, советское серебро раннее. С охраном не блещет, к сожалению. Хотя обычно серебряные монеты в хорошем состоянии, но в такой почве они просто убиваются. Но зато очень порадовало с охраном имперская монетка. Это у нас 2 копейки 1813 года Александра I. На ней почти нет никаких окислов. Весь рельеф отлично читается, и вообще монетка очень приятная. В таком сохране я еще двушки Александровские там не находил. В общем, это самая лучшая находка за весь шурф. Кстати, обратите внимание на вот эту керамику. Это керамика черная, царских времен тоже. Если такая керамика попадается, значит в те времена какая-то деятельность человека в таких местах существовала. Так что, я думаю, это не все, что там есть. Еще из монет попались советики. Трешка 30-го, копейка 49-го. Вот у них уже сохран не очень. Как видите, каверны есть, но в принципе монетки тоже годные. Без ходячки куда же, 50 копеек попалось, 2 рубля и советики. 61 год, 73 год. Все, из монет больше ничего. По всяким осколкам интересным попались осколки от посуды. Это у нас тарелка была. Это, видимо, тоже от нее. Потом вот такая была чашка. Здесь даже какие-то фрагменты клейма есть. Но я думаю, это тоже советская посуда. Ничего интересного. Еще вот такая керамика. Это, видимо, от горшочка. И вот такое отличное бутылочное донышко. Тут дата сохранилась. Февраль 1939. И было очень глубоко. Я не знаю, почему там так глубоко все находки. Возможно, что-то обвалилось со свода пещеры. И все засыпало. Еще попалась гильза. Тоже очень глубоко. Вернее, остатки от гильзы. Здесь у нас есть дата. 1893 год. 3 месяц. Ну, думаю, от Мосина или что-то такое. Еще попалась такая штучка. Латунь. Не знаю, что это такое. Даже идей никаких нет. А у кого есть, пишите в комментариях. Ну и несколько пуговиц на десерт. Вот это самодельное, из чего-то сделано. А вот это поинтереснее. Тоже времен империи. Но не российская, а написано здесь Лондон. Так что это английская пуговица, друзья. Ну и вот столько шмурдика дал наш 4-й шурф в пещере. Как обычно, довольно приличное количество. Еще вот такие вот опасные вещи есть. Стекла, мусор, чермет, куча гвоздей опять же. В общем, ничего интересного. Цветмета снова мало. И в большинстве своем всякая мелочь. Короче, стандартный набор. В общем, вот так вот закончился очередной пещерный шурф. Не сверхблестяще, но и вполне себе достойно на самом деле. Всем спасибо за просмотр. Обязательно комментируйте видео. Ну и про палец не забывайте. А еще обязательно заходите на инсту. Там много интересных фоточек. Ну и на странице в Фейсбуке тоже много интересного. Ну а теперь встречайте очередных финалистов и увидимся в следующем выпуске. Пока!
on leveling, keep it level-headed, let it settle in, let it manifest. Never let the devil ever meddle in. I ain't heaven sent, I just have a sense. Keep on meddling with my inner self. We all tend to pretend it was someone else. Keep your head up and supply by yourself. Don't let anybody out to tell you else, cause it ain't no help. Heading off for being quiet.